Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Moto Maximus. Ну что, друзья, продолжаем тему апгрейда Kawasaki ER6N. Для тех, кто только подключился, объясняю. Это мотоцикл моего товарища. В сезоне 2021 года он планирует отправиться в парочку небольших путешествий вместе со мной. И для этого мы немножечко реконструируем его мотоцикл, для того, чтобы он превратился из офигенного городского нейкеда в не менее офигенного маленького туриста. В общем, мы наметили несколько направлений, которые нужно изменить в мотоцикле для того, чтобы на нем можно было более-менее комфортно путешествовать. И одно из таких направлений – это ветрозащита. Конечно же, для любого путешествия нужна хотя бы минимальная ветрозащита. Мы решили установить небольшое ветровое стекло, которое будет защищать, скажем так, не шлем, а больше, наверное, само туловище от встречного потока воздуха. Как минимум вы будете чище, меньше мух у вас будет попадать, и в принципе сопротивление воздуха будет меньше, соответственно ехаться будет легче. Оригинальное стекло мы искать не стали, так как все, что оригинальное, вы знаете, это сразу автоматически высоченный ценник. Плюс ко всему это стекло будет использоваться 2, может быть 3 раза за сезон для того, чтобы на самом деле далеко куда-то поехать. Насколько я понимаю, во все остальное время этот нейкед останется нейкедом, на нем даже зеркал не будет боковых. Кстати, зеркала я уже установил, и теперь пришло время ветрового стекла. Итак, мы не искали оригинальное стекло, а обратились сразу же к нашим любимым производителям, обратились к Kemimoto. И Kemimoto прислали нам вот такое стекло. Это стекло позиционируется производителем как универсальное. Мы взяли вот такое вот с небольшой тонировкой. Оно не идет какой-то определенной модели, оно рассчитано на разные модели мотоциклов. Преимущество это, конечно же, нейкеды. И выглядеть это все будет вот примерно вот так. В принципе, довольно-таки неплохо добавить ветрозащиты этому мотоциклу, это стекло. Плюс ко всему, на мой взгляд, оно неплохо вписывается в интерьер и дизайн этого мотоцикла. Конечно же, если мы возьмем в расчет мнение моего товарища о том, что на мотоцикле даже боковых зеркал не должно быть, он, конечно, ужаснется, когда все это увидит. Но, тем не менее, раз мы говорим о путешествии, значит, мы говорим о небольшой ветрозащите. В общем, вот такое стекло. В комплекте с ним идет вот такой вот пакет, где, собственно, и находится весь крепеж. Вот даже есть инструкция. Сейчас давайте мы быстренько разберемся, что тут есть, и перейдем к установке. А также мне, если честно, хочется прокатиться на мотоцикле, провести небольшой тест-драйв этому стеклу и понять вообще, что оно дает. Напомню, в сезоне 2020 года мы с этим мотоциклом неделю, а то и больше дружили. И теперь мне хочется понять, сыграет ли это стекло на самом деле какую-то роль или нет. Итак, в общем, в комплекте со стеклом мы получаем вот такую брошюру. Все, по сути, очень просто. У нас есть вот такие вот штанги, которые крепятся к стеклу здесь и крепятся к рулю. Это, по сути, 2 точки крепления стекла. Насколько я понимаю, эти все моменты, они регулируемы. Стекло можно менять по наклону. Такая небольшая инструкция, она на английском языке, но в принципе тут особо смотреть нечего. Я предлагаю собрать сейчас все, что здесь есть, примерить к мотоциклу, посмотреть, что получится, и, конечно же, наверное, ехать и все это тестировать. Все крепления изготовлены из вот такого вот жесткого пластика черного цвета. Есть вот такие 2 металлические штанги, они крепятся к рулю. Вот этими местами крепятся к стеклу, соответственно, регулируется наклон. Насколько я понимаю, в комплекте идут все необходимые болты для того, чтобы все это собрать. И плюс ко всему идут такие шестигранники с отверточкой. Попробую собрать это все, не привлекая другого своего никакого штатного инструмента. Кстати, вот интересный момент я обнаружил. Вот эти вот пластмасски. Я ожидал, что на них будет написано Kemimoto, но на них написано VK Top Moto. Не знаю, может быть, это какая-то дочерняя фирма ихняя. В общем, надпись отличается от названия самого бренда. Так, по сути, все, друзья. При условии, что я первый раз держу эту штуковину в руках, на то, чтобы ее собрать, у меня ушло порядка, наверное, 5, не знаю, может быть, 10 минут. Все тут очень просто. Вот сейчас подтяну еще немножко болты, чтобы все это не развалилось. Пока, понятно, не утягивал ничего. Конструкция до боли проста. Стекло. Вот здесь вот 2 точки крепления. Пластик снаружи и снутри. Крепится через саморезы. Плюс вот здесь вот из 2 половинок. Здесь такая сфера на конце железок. И вот это все дело здесь вращается. Соответственно, пока вы не затянули, она вам дает возможность регулировать угол наклона этих железок.
И плюс у вас вот таких два захвата, которые ставятся на руль мотоцикла. Вот раз и два. К ним потом, соответственно, вы прикручиваете вот эти ваши направляющие, которые держат стекло. Но пока в руках конструкция непонятно, насколько она будет прочной и жесткой. Из того, что я успел заметить, в принципе, все закручивается, все регулируется, поэтому, я думаю, мы сможем подогнать под конструктивные особенности практически любого мотоцикла. Размеры этого стекла я вам постараюсь написать в описании к ролику, или тут сейчас где-то дам на картинке. Еще обратил внимание на то, что вот эти вот захваты на руль, у них по сути есть три вариации. Вот он стандартный, их диаметр, и плюс ко всему есть вставки двух вариантов, потолще и потоньше. Если мы меряем его стандартный размер, это получается 28 диаметр. Если мы ставим, давайте вначале тонкие вставки, 24 диаметр, 23-24. И если мы ставим совсем толстые вставки, у нас уже получается крепление подойдет на руль 21-22, 22 миллиметра. Получается 28, 24 и 22 миллиметра у нас получается. Неплохо при условии того, что рули все разные. Я так понимаю, это стекло на самом деле позиционировалось изначально как универсальное для того, чтобы поставить его на любую технику, начиная от скутера, наверное, и заканчивая вот каким-то легкокубатурным мотоциклом. Конечно же, если рассматривать это стекло на мой мотоцикл, оно довольно-таки маловато. Хотя, я вам хочу сказать, что на Супер Тенере родное оригинальное стекло, которое шло с заводом, было, наверное, приблизительно вот таких же размеров, еще, может, даже немножко и поуже. Я вам честно скажу, забегая немного вперед, скажу, что вот с этим стеклом в комплекте еще продается такая вот сверху надстройка регулируемая, которая регулирует поток воздуха. В этом случае мы ее заказывать не стали, потому что мой товарищ еле-еле согласился вообще на это стекло. А вот я ее присмотрел для себя. Вы видели на моем Супер Тенере у меня стекло такое ездящее, выдвигающееся. Есть у меня идея изготовить новое большое стекло и к нему прикупить вот этот вот такой вот надбавочное стеклышко, которое ставится сверху, но об этом уже немножечко позже. Итак, по сути, друзья, все готово. Вот оно, стекло собрано. На это потратил, я повторюсь, 5, может быть 10 минут. Конструктив понятен. По диаметрам все понятно. Вот остались 2 болта, 2 гайки. Этого инструмента вполне достаточно для того, чтобы все это собрать. Давайте прикрутим это к мотоциклу, посмотрим, как это все будет там держаться. И, пожалуй, поедем-ка прокатимся и поймем вообще, как изменилась ветрозащита на мотоцикле после установки этого стекла. Так, что, друзья, будем устанавливать стекло. В нашем случае как раз нам нужны самые толстые вставки. Под 22 руль здесь стоит именно такой. Вот, по сути, я вставил. Теперь 2 этих хомутика на руль и сверху стекло. В принципе, все должно быть просто и понятно. Единственное, сейчас я сверюсь с инструкцией, как тут все это нарисовано, как тут это все планируется к установке. И будем монтировать. В общем, друзья, везде есть свои конструктивные особенности. Здесь руль настолько маленький, настолько узкий, здесь и он так близко прижат к приборной панели, что мне даже вот эти вот крепежи некуда особо ставить. Но я вышел из ситуации, я их поставлю на штанги зеркал боковых. По сути, какая разница? И то будет держать. Сейчас попробую собрать эту конструкцию именно вот на стойках боковых зеркал. Сейчас попробую. Ну что, вот и все. По сути, все готово. Я закрепил. Правда, пришлось немножечко иначе закрепить, нежели нам предлагает это сделать завод-изготовитель. Сейчас я вам это покажу. В общем, смотрите, друзья, вот так вот все это выглядит снаружи. Если честно, я ожидал, что это будет намного ужаснее, но в принципе довольно-таки неплохо. Единственное, завод-изготовитель нам предлагает вот эти вот хомуты. Вот один и другой. Предлагает их установить на руль. Но на руле здесь так мало места, что вот настолько узко, что ничего туда не помещается. И я принял решение вынести эти крепления на штанги боковых зеркал. Потому что, в принципе, мой товарищ зеркала не особо уважает. И если куда-то мы далеко едем, соответственно, будут устанавливаться зеркала. И к ним будет устанавливаться вот этот ветровик. По сути, вот все это в комплексе вот так вот смотрится. Конечно, ветрозащиты это мотоциклу прибавит. Не готов еще сказать, какие будут ощущения.
Но мы сейчас с вами, пожалуй, это проверим. По сути, крепится это все вот здесь вот болтом раз, болтом два. Все это утягивается здесь и здесь. И плюс ко всему вот эта конструкция к стеклу здесь присоединяется на шарнире. Здесь два самореза и два болта, которые стягивают шарнир. Вы выставляете как вам надо, а после всю эту конструкцию затягиваете, и она уже стоит намертво, уже не шевелится. Как-то так теперь это все будет выглядеть. Опять же, повторюсь, будет выглядеть в момент, когда этот мотоцикл отправится в путешествие. Да, возможно, мы потеряли эстетику Naked байка, зато мы теперь приобрели хоть небольшую, но все же ветрозащиту. Если честно, когда я его заказывал, я думал, оно будет прям совсем куценькое такое, прикроет мне грудь и все. Но вот, допустим, даже с моим ростом 1,83 м, это стекло мне где-то вот на уровне шеи сейчас. Соответственно, при учете какой-то высокой большой скорости я даже нагнувшись смогу за ним спрятаться. Однозначно в путешествии в дальнем это плюс. Но о том, как оно держится на этих креплениях, не болтается ли вообще, можно ли с ним кататься, можно установить только опытным путем, поэтому я предлагаю немного утеплиться, потому что на улице еще, ну, мягко говоря, не лето. Да поедем, прокатимся, разгоним мотоцикл хотя бы до 100 и поймем вообще, надо ли тут что-то еще дорабатывать или можно, по сути, садиться и отправляться уже в путешествие. Поэтому переодеваемся и вперед тестировать новое стекло. Напомню, бренд Kemimoto, ссылочка, как всегда, в описании. Ну и, собственно, друзья, выдался денек прокатиться. Погодка шепчет, уже весна. Давайте поедем, разгонимся и поймем, пригодно это стекло вообще к применению или нет. Разгоняемся. Ну что, друзья, показатель в 150 плюс, я думаю, это отличный показатель для такого стеклышка. При условии, что у него нету штатных мест крепления. Напомню, вот одна штанга держит и вот вторая. Плюс вот там внизу я наклеил маленький двухсторонний скотч, просто чтобы низ стекла не дребезжал об родной пластик. Я считаю, что можно смело говорить о том, что экзамен этим стеклом сдан. Я могу спокоен быть за своего товарища, он может отправляться с этим стеклом в путешествие спокойно. Вот уже наличие мух, разбившихся о ветровое стекло, говорит о том, что стекло работает. Оно меня уже как минимум за эти полчаса спасло от 5 мошек. Ну и в принципе я чувствую по корпусу, что в корпус у меня вообще нету никакого сопротивления ветра. Когда я сижу с прямой спиной вот так, у меня, конечно, дует в шлем, стоит мне нагнуться к рулю и все, и давление на шлем уходит. Поэтому сейчас еще немножечко прокатимся, потестируем, и я думаю, можно завершать этот обзор смело.
Ну что могу сказать, вот такое вот классное стеклышко от Kemi Moto. Теперь оно стоит на этом красавце, на Kawasaki ER6N. Я думаю, мне осталось дождаться моего товарища, услышать его реакцию по поводу этого стекла. Ну и готовиться, собираться уже в первое путешествие, потому что я вот сейчас ехал по трассе, и вы видите, увидел зеленое поле, зеленеющее, не смог проехать мимо, заехал именно сюда, потому что здесь вот прям чувствуется, как уходит зима и наступает весна, потому что вот там вдалеке Кавказский хребет у нас, там еще снег лежит во все, а здесь уже тепло. На улице сейчас, наверное, градусов 10 плюс. И вот уже выходит первая зеленая травка. Я думаю, друзья, весна не за горами, а лето тем более. Предлагаю заканчивать обзор на это стекло. Если вам понравилось, как всегда, ссылка в описании. Эстетика — вопрос, конечно, каждого, но по удобству мне это стекло нравится. Оно однозначно прибавит ветрозащиты этому мотоциклу, и ты будешь чище сам по себе, когда будешь ехать, и давление на тебя меньше. Мне нравится. Немного, признаюсь, переживал я по поводу вот этого вот, вроде бы как на первый взгляд, слабенького крепления к рулю, но показало оно себя очень и очень достойно. Я думаю, скорость 150-160, и оно вообще стояло, даже не шелохнулось. Это показатель. Насколько будет долговечным? Посмотрим этот сезон, посмотрим, докуда мы доедем с товарищем, с моим, и узнаем все по поводу долговечности. С вами прощаюсь, как всегда. По традиции желаю вам покупать только качественный и нужный вам тюнинг для ваших мотоциклов. Ну и как всегда, друзья, путешествуйте и всем добра!